Всем доброй ночи, друзья мои. Иногда закрытые дороги, иногда неудачи, иногда трудности жизненные, иногда внутренние страхи, иногда прошлое и прошедшая боль, которая не дает нам жить. Все это воедино собирается и начинает душить, начинает давить, камнем ложиться на душу человеку. Не дает ему развиваться, идти вперед, созидать, мешает, отравляет его жизнь. Мы живем не в простое время, в непростое время. Да и вообще не было в истории человечества простых и хороших времен. Наш мир – это место испытаний. Мы здесь закаляемся, закаляем душу. Но через эти страдания мы становимся мудрее, сильнее. Я уже не раз убеждалась в том, что люди, которые много страдали в своей жизни, они особенные. Они не такие, как все. У них другая душа. Эти страдания делают их мудрее, сильнее. Они любят жизнь, любят людей, жалеют людей. Но иногда и сильному человеку нужна помощь в преодолении внутреннего кризиса, в поисках себя. У нас каждый возраст диктует свои правила. Иногда бывает выгорание, иногда бывает усталость. Особенно, когда человек очень много сделал в своей жизни. Ему нужно двигаться вперед, но есть обстоятельства, которые тянут его назад. И тогда приходит на помощь магия. Если честно, я даже не представляю, как бы я выжила в этом мире с такой судьбой, которая была моей, если бы я не восстанавливала себя, если бы я не обращалась к определенным силам, которые меня поднимали с колен, ставили на ноги и вновь направляли, показывали дорогу, куда идти, и как выжить. Я даже не представляю, как люди в этом мире выживают без магии. Именно потому я со временем пришла к выводу, что все те люди, которые чего-то добились в своей жизни, они не просто верили, они обращались к этим силам. И в истории человечества очень много таких фактов, когда даже коронованные особы обращались к магии. И именно поэтому я создала целую серию работ, заговоры, ритуалы великих людей. И оказалось, что некоторые королевы, императрицы держали целый штат колдунов, ведьм. И именно благодаря их помощи, их предсказаниям, их подсказкам, советам они добивались трона, выживали и оставляли свой след в истории. К магии нужно относиться очень серьезно. Это древняя наука. Это праматерь всех религий, всех наук, всех знаний. Психология взята у магии, из магии, сил магии.
Это точно такая же визуализация, о которой было давным-давно, еще тысячелетия назад сказано. Это сила мысли, это сила слова и прочее. Медицина начала свое начало и жизнь из знахарства, из магии. Но человечество так устроено, что пока что-либо себе не объяснило до конца, к этому чему-то не очень серьезно относится. Но невзирая на то, что мы летаем в космос, что у нас есть интернет и прочие благие цивилизации, точно так же в домах водятся домовые, точно так же люди верят в вещи и сны, и эти сны сбываются, точно так же люди видят умерших, точно так же видят тени, точно так же встречаются с чертями и с иными сущностями. Точно так же бывает подселение джиннов и иных духов, невзирая на то, что 21 век и вот все блага цивилизации. Однако силы эти, как были в древние времена, так и сейчас присутствуют в нашей жизни. И в хорошем, положительном смысле, и в отрицательном. Они есть. И это надо принимать. Есть ритуалы сложные, есть более легкие в исполнении. Но как бы там ни было, они все служат благу человека и помогают ему. Почему я даю ритуалы легкие в исполнении? Потому что иногда бывает, что у человека нет сил ни на что. И он не будет делать сложные работы. Сложные работы он сделает, когда у него будет желание жить. Когда у него хоть немного откроется вот это второе дыхание, и отступятся вот эти все неудачи, которые сыпятся на его голову. И когда они отступятся, тогда у него появится желание, сила, им будет дальше делать, дальше начитывать, дальше проводить, и результаты будут еще больше. Все те люди, которые приходили на мой канал в надежде на спасение, помощь, они все говорят, что они взяли самый простой заговор, ритуал. Просто начитали, особо даже не веря, что это получится. И в течение нескольких дней оно получилось. Они окрылились, начали дальше смотреть, изучать, дальше что-то начитывать. И вот когда у них началась вот эта вот полоса удач, тогда у них появились и желания, и силы, и они начали брать более сложные, более емкие, более интересные ритуалы и проводить для того, чтобы еще больше привлечь в свою жизнь удачу. Но вначале, когда у человека нет сил ни для чего, он не способен проводить сложные работы. Да иногда мы сами, выжатые как лимон, уставшие, неспособные на более сложные работы, ищем что-нибудь попроще, побыстрее, чтобы помогло. Когда у человека болит голова, он должен сначала эту адскую боль как-нибудь убрать, чтобы у него были силы встать, одеться и пойти к врачу на следующий день. Вот примерно то же самое. Вольт. Вольт – это кукла из тряпок шитая, кукла шитая из... то есть может внутри этой куклы находиться наше мумиё, так называемое, это волосы, ногти. Это фотографии человека может там находиться. Вольт может быть из воска. Вот готовые продают, как видите, фигуры женщины, мужчины. Они бывают различные, и
предназначения у них разные. Кто-то, то есть какой-то вольт для наведения порчи, какой-то наоборот для чистки порчи и прочее. Я такие работы вам давала, и там это все объясняется. Сегодня мы с вами уберем неудачи, внутренние страхи, тревоги, все это вместе уйдет. Это называется маята души. И когда мается душа, то человеку ничего не охота. Итак, для этого ритуала вам нужно собрать камушки, определенное количество, из любых мест, из леса, возле реки, где угодно, камни собирать. Можете слепить из черного воска фигуру человека, придать ему какие-то определенные черты, женские или мужские. Нужно прижать эту фигуру к колбу, представить, что именно вам мешает в этой жизни. Вот что, например, на работе, уберите там проблемы на моей работе, уберите проблемы в моей семье, откройте мне дорогу, уберите страхи за детей, страхи за страну, за жизнь свою и так далее. Передайте все эти эмоции отрицательные, все, что вас волнует, тревожит, все, что вы хотите убрать, открыть в своей жизни, исправить. Поговорите сами с собой и выложите, отдайте все это минут 5-10, прижав к колбу, закрыв глаза, сосредоточьтесь и скажите все, что вы хотите убрать из своей жизни. После чего нужно вот так поставить. Это делается в сумерки, в темное время или ночью, любой день. Ставите этот вольт, окружаете камнями. Я думала, у нас тут Гиса что-то творит, а оказывается, она спокойно спит. В эти дни здесь ходьба постоянно. Знаете, когда полы трещат, как будто кто-то ходит, такое бывает. Это новый дом, и здесь нету таких половиц, которые должны трещать вообще сами по себе. Уж тем более при ходьбе. Но оно есть, потому что кто-то ходит. Бывает иногда активные дни, в этом ничего такого нет. Поэтому я сейчас тоже подумала, что Гиса там что-то делает, а она спит. Гисуня. Начитали. Вот так ставите. Сделайте поудобнее, чтобы горела как следует. Она должна догореть до конца. Вместе с этим вольтом, вместе с этим воском, восковой фигурой уйдут ваши страхи, и уйдут ваши проблемы, и откроются дороги. Такой ритуал обычно на некоторое время для решения определенных проблем очень помогает. Когда человеку нужно срочно что-то решить, и у него нет просто времени очень долго что-либо делать. Заговор читайте 6 раз, оставляйте догореть. На следующий день уносите под дерево. Это все оставляйте там. Можете пересыпать во что-нибудь, в какую-нибудь емкость. Можете в черную материю пересыпать. Но дело в том, что там вы должны посыпать это все на землю, кинуть 6 монет и говорить: возьми, сколько даю, больше не получишь. И уходите без оглядки. И вы увидите, как вообще вам станет легче сразу же, в тот же день, когда вы начитаете. А уж тем более, когда вы оставите, откупитесь, и вы заметите, как
ваши трудности начнут друг за другом решаться. Итак, начнем. Началом начало заклинаю, ярым огнем, темной стезей, черным замолом призываю. Силой магии созываю сверху и снизу, слева и справа, с белого дня и с черной ночи. Силу древнюю духов спасительных, пусть они воедино сойдутся, пусть вместе сведутся, полками да воеводами соберутся, в легион объединятся, щитом стянутся. Что там за звуки? Ладно. Щитом стянутся, стянутся, без разницы. Мечом поднимутся, молотом опустятся, стрелой пустятся. Все мои неудачи воедино соберут. Все мои неудачи разом заберут. Откроют дороги, уберут мои страхи. Исцелят меня, обновят меня. Словно от матери только родилась, словно вторую жизнь получила. Ойра, ойра, нара, нара, миамара, тайный говор, с тьмой уговор. Как я сказала, так и будет. Силы магии пришли в движение, и просьба моя была услышана. Зубы, губы, ключ, замок, язык, заклято. Началом начало заклинаю, ярым огнем, темной стезей, черным замолом призываю, силой магии созываю, сверху и снизу, слева и справа, с белого дня и с черной ночи, силу древнюю, духов спасительных, пусть они воедино сойдутся, пусть вместе сведутся, полками да воеводами соберутся, в легион объединятся, щитом стянутся, мечом поднимутся, молотом опустятся, стрелою пустятся, все мои неудачи воедино соберут, все мои неудачи разом заберут, откроют дороги и уберут страхи, исцелят меня, обновят меня, словно от матери только родилась, словно вторую жизнь получила. Ойра, ойра, нара, нара, миамара, тайный говор, с тьмой уговор, как я сказала, так и будет. Силы магии пришли в движение, и просьба моя была услышана. Зубы, губы, ключ, замок, язык, заклято. Началом начало заклинаю, ярым огнем, темной стезей, черным замолом призываю, силой магии созываю, сверху и снизу, слева и справа, с белого дня и с черной ночи, силу древнюю, духов спасительных, пусть они воедино сойдутся, пусть вместе сведутся, полками да воеводами соберутся, в легион объединятся, щитом стянутся, мечом поднимутся, молотом опустятся, стрелой пустятся, все мои неудачи воедино соберут, все мои неудачи разом заберут, откроют дороги, уберут страхи, исцелят меня, обновят меня, словно от матери только родилась, словно вторую жизнь получила. Ойра, ойра, нара, нара, миамара, тайный говор, с тьмой уговор, как я сказала, так и будет. Силы магии пришли в движение, и просьба моя была услышана. Зубы, губы, ключ, замок, язык, заклято. Аж тяжесть в голове прошла. Началом начало заклинаю, ярым огнем, темной стезей, черным замолом призываю, силой магии созываю, сверху и снизу, слева и справа, с белого дня и с черной ночи, силу древнюю, духов спасительных, пусть они воедино соберутся, пусть вместе сведутся, полками да воеводами соберутся, в легион объединятся. Неправильно сказала. Ну, ничего. Щитом стянутся,
Мечом поднимутся, молотом опустятся, стрелой пустятся, все мои неудачи воедино соберут, все мои неудачи разом заберут, откроют дорогу, уберут страх, исцелят меня, обновят меня, словно от матери только родилась, словно вторую жизнь получила. Ойра, ойра, нара, нара, миамара, тайный говор, с тьмой уговор, как я сказала, так и будет. Силы магии пришли в движение, и просьба моя была услышана. Зубы, губы, ключ, замок, язык. Заклято. Началом начал заклинаю. Ярым огнем, темной стезей, черным замолом призываю, силой магии созываю, сверху и снизу, слева и справа, с белого дня и с черной ночи, силу древнюю, духов спасительных, пусть они воедино сойдутся, пусть вместе сведутся, полками да воеводами соберутся, в легион объединятся, щитом стянутся, мечом поднимутся, молотом опустятся, стрелой упустятся, все мои неудачи воедино соберут, все мои неудачи разом заберут, откроют дороги, уберут страхи, исцелят меня, обновят меня, словно от матери только родилась, словно вторую жизнь получила. Ойра, ойра, нара, нара, миамара, тайный говор, с тьмой уговор, как я сказала, так и будет. Силы магии пришли в движение, и просьба моя была услышана. Зубы, губы, ключ, замок, язык, заклято. Началом начал заклинаю, ярым огнем, темной стезей, черным замолом призываю, силой магии созываю, сверху и снизу, слева и справа, с белого дня, с черной ночи, силу древнюю, духов спасительных, пусть они воедино сойдутся, пусть вместе сведутся, полками да воеводами соберутся, в легион объединятся, щитом стянутся, мечом поднимутся, молотом опустятся, стрелой упустятся, все мои неудачи воедино соберут, все мои неудачи разом заберут, откроют дороги, уберут страхи, обновят меня, словно от матери только родилась, словно вторую жизнь получила. Ойра, ойра, нара, нара, миамара, тайный говор, с тьмой уговор, как я сказала, так и будет. Силы магии пришли в движение, и просьба моя была услышана. Зубы, губы, ключ, замок, язык. Заклято. 6 раз. Ой, скажу вам честно, мне прям легче стало. Хоть я и просто говорю эти слова, но даже в этом случае, естественно, она срабатывает и очень сильно помогает. Фу, тяжесть с головы прям ушла. Остальное я вам сказала, что и как нужно делать. Удачи вам, и магия вам в помощь.